Золотое молоко действительно помогло многим людям вылечить болезни, восстановить гормональный фон и произвести хорошее очищение организма. Однако многие допускают ошибки в приготовлении данного напитка, сводя на нет его полезные свойства. В этом видео разбор 4 распространенных ошибок, а также полезная информация по правильному приему золотого молока. Чтобы не навредить организму, нужно знать некоторые тонкости относительно куркумина. А теперь все по порядку. Ошибки при изготовлении золотого молока. Ошибка первая. В некоторых рецептах отсутствует биоактиватор куркумина. Основная проблема с куркумой – плохая биодоступность куркумина. В связи с этим рекомендуется добавлять в напитки и блюда с куркумой молотый черный перец. Алкалоид пиперин, находящийся в черном перце, повышает усвояемость куркумина до 1000%. При этом мы не говорим, что куркума без перца не усваивается. Она усваивается, но процент усвоения очень низкий. Более того, у многих людей есть нарушения в работе ЖКТ, и некоторые индийские специи могут очень плохо усваиваться. Следовательно, мы рекомендуем добавлять немного молотого черного перца в золотое молоко и другие напитки, где применяется куркума. Четверти чайной ложки черного перца на 1 чайную ложку куркумы будет достаточно. При этом наилучший эффект достигается при добавлении свежемолотого черного перца, а не порошкообразного, который продается в магазинах. Ошибка вторая. В некоторых рецептах отсутствует растворитель куркумина. Будучи жирорастворимой, куркума должна сочетаться с жиром. Рецепты, где куркума принимается только с водой, бесполезны. Вот почему в качестве лечебных напитков аюрведа использует именно молоко, притом жирное. Это важно, чтобы избежать метаболических процессов в печени. В идеале использовать домашнее молоко, но городским жителям можно покупать пастеризованное молоко с процентом жирности 3,2%. Уточняем. Если вам нравится молоко и вы просто его пьете, то достаточно 2,5% жирности. Но в качестве основы для лечебных целей лучше использовать молоко с большим процентом жирности. Кстати, если у вас есть вопросы относительно вредности и полезности молока, посмотрите интересное видео на эту тему. Ссылка находится в правом верхнем углу экрана и в описании под этим видео. Продолжаем про жиры. Также рекомендуется добавлять в золотое молоко дополнительные жиры, такие как масло кхи или кокосовое масло. Это не только хорошо растворит специю, но и улучшит качество сурфактанта в ваших легких и усилит стимуляцию половых гормонов. Вот почему золотое молоко и подобные напитки рекомендуют принимать для лечения болезней бронхов и легких, а также для восстановления гормонального фона. Мы рекомендуем добавлять в напиток топленое сливочное масло, масло кхи. На 1 стакан напитка достаточно половины чайной ложки топленого масла. При этом китайская медицина говорит, что можно добавлять даже до 2 чайных ложек гхи, чтобы напиток был жирным. А теперь ошибки при употреблении золотого молока. Ошибка первая. Напиток пьют прохладным или холодным. Исследователи открыли, что куркумин, несмотря на свою силу, сложно усваивается организмом без посторонней помощи. Они обнаружили, что высокая температура и наличие жиров повышают биодоступность куркумина. Если вы хотите получить максимум пользы от куркумина, тогда употребляйте золотое молоко, эликсир молодости и другие подобные напитки только в тепло-горячем виде. Однако напиток не должен быть очень горячим, иначе вы будете наносить вред вашему пищеводу. Ошибка вторая. Превышение нормы куркумы. Большинство людей теряют чувство меры. Они начинают с маленьких доз, а затем постоянно увеличивают дозу на всякий случай, чтобы добиться лучшего эффекта. Запомните, со специями такое делать категорически запрещается. И вообще, важно знать, как выбрать качественную специю, чтобы не попасть на подделку. В одном из наших видео мы протестировали 9 образцов куркумы и показали, как выявить подделку. Обязательно посмотрите это видео. Ссылка сейчас на экране вашего монитора. Вы спросите, а что будет, если превысить дозировку? Возможны вздутие живота, диарея и в крайнем случае рвота.
Но чтобы такое произошло, нужно съесть очень много куркумы. И мы не будем клеймить куркуму, потому что такая же реакция организма будет и на многие другие специи. Кто-то скажет: а индусы едят куркуму ложками и ничего. Верно. Они это делают уже много поколений, и их ЖКТ адаптирован к специям. Также кто-то может сказать: я европеец, ем 2 ложки в день и ничего. На это влияют разные факторы, как, например, состояние ЖКТ, качество самой специи и здоровое питание, которого кто-то придерживается, а кто-то нет. Однако в интернет есть предостережения относительно передозировки потребления куркумы. Некоторым людям действительно стало плохо или были обострения болезней. В основном это люди с больным желудком и язвой. Также куркуму стоит осторожно употреблять при желчно-каменной болезни, поскольку специя приводит к усиленному оттоку желчи. В принципе, это как раз и неплохо. Когда желчь не застаивается, тогда и камни не растут. Но при интенсивном движении желчи камни могут сдвинуться и закрыть проток. Также не стоит давать блюда с куркумой детям до 6 лет, поскольку у них слабый желудочно-кишечный тракт. Но если вы хотите давать специи своим детям, то приучайте ЖКТ постепенно и маленькими порциями. Например, наши дети ничем не болеют, и мы приучали их к специям с самого детства. Так сколько же нужно употреблять куркумы без вреда для здоровья? Норма употребления куркумы везде разная и колеблется от 3 до 8 грамм в сутки. Мы рекомендуем употреблять для профилактики не более половины чайной ложки в день, для лечения не более 1 чайной ложки в день. Принимать напитки с куркумой рекомендуем не более 40 дней, а затем нужно обязательно делать перерыв на 1 месяц. Это необходимо для того, чтобы не нарушить микрофлору кишечника. Однако не нужно бояться принимать куркуму, так как это очень полезная специя. Куркумин является одним из сильнейших антиоксидантов в природе. Кстати, рекомендуем хороший вариант напитка на основе молока и разных специй, который восстанавливает гормональную систему. Ссылку на него вы видите сейчас в правом верхнем углу экрана. Ссылка также есть в описании под этим видео. Вообще, эта тема непростая, и в рамках одного видео всего не охватить. Если у вас будут вопросы о приеме молока с куркумой, пишите нам в комментариях, мы ответим вам.